Приветствую тебя на канале Твой Конфиг, меня зовут Евгений. Всех с прошедшими праздниками, это новое видео в новом 2022 году. iPhone 7 Plus. Актуален ли он в 2022 году или не актуален? Есть ли смысл его покупать? Давайте разберем его фото и видео, возможности, игровые, тесты, плюсы и минусы, и придем к общему выводу, есть ли смысл покупать эту трубку в 2022. Итак, начнем мы его разбор с внешнего вида. Тут достаточно все простенько, лаконичненько, так, он относительно тоненький. Здесь у нас качельки громкости есть, здесь блокировка звука, то есть можно его отключить, можно включить. Динамик, микрофон и разъем лайтинг. С этой стороны слот под одну сим-карту, клавиша включения-выключения. Передняя панель у нас такая стекляшечка, вот с такой вот кнопочкой. Не знаю, круто это или не круто, на мой взгляд это несколько все устаревшее. Достаточно он маркий, отпечатки пальцев собирает очень сильно. Задняя панель у нас яблочко, две камерки, вспышка, микрофон. Внешка у него узнаваемая. Здесь у нас версия программного обеспечения iOS 15.2, это самая последняя на данный момент. У нас используется процессор Bionic A10, 3 гигабайта оперативной памяти, встроенные 128 гигов. Тут особо-то про него и сказать-то и нечего. Такое посредственное уже по нашему времени. Итак, первый тест это у нас Antutu версия 9.06, он набрал 289 494 балла. Так скажем, если вы в игрушки не играете, то в принципе быстродействует у смартфона, вам вполне будет достаточно, чтобы играть на средне-низких настройках графики, даже в те же игры как PUBG, которые у нас и будут дальше. Переходим к следующему тесту, это Geekbench. Итак, как вы видите, Geekbench у нас в одноядерном тесте набрал 775 баллов, в мультитестовом 1395 баллов. Версия Geekbench 5. Это у нас PUBG. Настройки графики вы видите высоко-высоко. Что же он может с такими настройками? Я, конечно, не игрок особо в PUBG. Так вот, вроде плавненько все. Достаточно неплохо оно. Хочу заметить, что вот он уже поднагрелся. Он такой тепленький стал. Сейчас посмотрим, как он будет себя вести именно на приближении к земле, как он прорисует текстуры. Я, честно, не любитель играть на телефоне. Так, вроде ничего. Все достаточно неплохо работает, он справляется. Давайте перейдем, наверное, все-таки к тестам фото и видео. Тест видео, себяшкинская камера, iPhone Full HD, 30 кадров в секунду, в 60 кадров не пишет. iPhone 7 Plus, тест камеры Full HD, 60 кадров в секунду. А теперь переходим мы к его цене. Сколько он на данный момент стоит? 2022 год, 12 января. И как вы видите, цена началась первая iPhone 7 Plus на 128 гигабайт, 10 тысяч рублей. Это, кстати, мое объявление в продаже. Видите, 10, 10, 13 и прочее. Самый дорогой, наверное, вообще стоит каких-то конских денег. Я смотрю по объявлениям частным. Здесь даже, видите, их продают по 20 тысяч, но это он должен быть в идеале. Если вы его найдете в хорошем состоянии с аккумуляторной батареей не ниже 85-90%, при этом он будет не коцанный, ничего не менено, все в оригинале, с коробочкой, чек и прочая полная комплектация, то его есть смысл взять за 12-14 тысяч рублей. А что касается iPhone 7 Plus, брать его или не брать, плюсы и минусы мы сейчас с вами обсудим. Давайте начнем с минусов. Я тут себе немножко выписал,
чтобы не теряться, а то мало ли бывает такое, как мысли уходят. Первый минус – это устаревший дизайн. Выглядит он уже, на 2016-2017 год. Сейчас такого никто не делает, но при этом дизайн достаточно узнаваемый. Все так сразу определяют, что это именно iPhone, а не какой-то там китайский смартфон на Android. Второе, у него нет стерео в динамик. То есть у него динамик всего один находится здесь динамика нет, стереозвук вы не получите. Кстати, по поводу звука из этого динамика, достаточно неплохо все играет, но опять же для своего времени. Экран. Размер экрана 5,5 и что-то такое. Это по нашему времени мало, плюс он широкий, плюс у него рамка тут. В общем, такое себе удовольствие. По поводу зарядки. Заряжается он долго, часа 2 по нашему времени, это вообще в принципе нереально. Тот смартфон, на который я записываю это видео, это Realme 8 Pro с 65-ваттной зарядка от Realme GT Master Edition, он заряжается приблизительно за 30-35 минут от 0 до 100%, что как бы шикардос. iPhone таким похвастаться не может, кстати, он и не может похвастаться своей батареей, даже и плюс версия, если вы активный игрок и любите снимать видео, то знаете, жрет он батарею безбожно, как, собственно, и все айфоны, кроме 13-й линейки. По поводу лотка сим-карт. Здесь лоток один, он не комбинированный, ставится всего одна симка. По поводу оперативной памяти. Здесь всего используется 3 гигабайта оперативной памяти. По нашему времени брать смартфон меньше, чем с 6 гигабайтами оперативной памяти я категорически не рекомендую. Один из самых важных плюсов, за который я люблю технику Apple, а именно смартфоны Apple, это звук как по проводу, так и в наушниках по Bluetooth. К звуку претензий нет, играет все очень чисто, очень хорошо, без каких-либо там изменений. Звук мне здесь всегда нравился и нравится, даже начиная там от 5-го айфона, заканчивая последним 13-й, играют они в наушниках просто хорошо. Но опять же, если у вас хороший. По поводу обновления я уже говорил, да, на него прилетело обновление, будут ли еще неизвестно, но я считаю, что это тоже плюс, что телефону уже столько лет, а до сих пор на него прилетает обнова. У него ликвидность, очень высокая ликвидность, так как школьники, студенты, все хотят укусить часть яблока компании Apple, поэтому он до сих пор востребован. Техника Apple очень медленно падает в цене, она всем нужна, это можно сказать как валюта. Ты купил трубку, походил с ним год, и там с минимальными потерями его продал, что, к сожалению, не скажешь про Android смартфон. И что касается качества видео, на мой взгляд, здесь очень большой плюс, потому что в нем есть оптическая стабилизация. За десятку вы навряд ли купите смартфон, который будет снимать видео, и у которого будет оптическая стабилизация. Конечно, работает она тут уже далеко не так, как на том же 11-м айфоне или на каком-нибудь аналогичном флагмане, там OnePlus 9R, не особо-то и не дорожит. Но качество картинки, фото и видео вы уже видели. Это на 3 с плюсом по нашему времени, потому что тот же смартфон, повторюсь, Realme 8 Pro снимает и фотографирует на порядок лучше. Подводя итоги после плюсов и минусов, хочу сказать, что если вам очень сильно свербит или у вас очень сильно ребенок просит яблочную тему, то да, 7 плюс можно покупать. Главное, обратите внимание, чтобы у него был нормальный аккумулятор, потому что аккумулятор в Apple-овской технике играет очень большое значение. Мое мнение вы услышали, дальше вы решаете сами, пишите в комментариях, согласны вы со мной или не согласны. Спасибо за то, что смотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Делитесь с друзьями, потому что ютубчику очень нравится, когда вы делитесь с друзьями. В общем-то, всем спасибо, всем пока.